Мы привыкли использовать предусилители в процессе звукозаписи, но на этапе сведения они нам могут также пригодиться. Зачем? Чтобы изменить частотную и фазовую характеристику аудиозаписей, а также насытить их гармониками. Но какие преампы использовать в той или иной ситуации – это хороший вопрос, на который я сегодня постараюсь ответить. Что ж, начинаем. В программной среде мы можем использовать как аналоговые, так и виртуальные предусилители. Но поскольку тема сегодняшнего видео касается сведения в коробке, мы будем работать с плагинами. И этими плагинами будут некоторые предусилители от Acoustic Audio. Давайте послушаем, как микс звучит с ними и как он звучит без них. Я думаю, вы заметили, что звучание микса до обработки и после отличается довольно существенно. Несмотря на то, что каждый из преампов вносит лишь легкую краску в отдельные аудиоисходники, вместе кумулятивный эффект оказывается более чем впечатляющим. Давайте рассмотрим отдельные инструменты. Начнем с бочки. На ней я обычно использую какой-нибудь довольно жесткий преамп, типа колы. Звучание до и после обработки отличается минимально. Но я думаю, вы заметили, что после обработки мы получили чуть больше агрессии, чуть более отчетливый щелчок бочки, а также низкие частоты были слегка смягчены. Из-за этого я на бочке как раз и использую коло, потому что при желании мы можем воспользоваться эквалайзером и восстановить потерянные низкие частоты. Но сейчас нам это не нужно. Самое главное, для ударных инструментов, которые мы хотим выделить, мы выбираем более агрессивные преампы, а не мягкие. Теперь послушаем малый барабан. Опять же, звучание до и после обработки отличается минимально. Но я думаю, вы услышали, что малый барабан вместе с преампом звучит несколько более выразительно. Он более отчетливо прозвучивает в момент атаки. Как и с бочкой, на малом барабане я предпочитаю использовать агрессивные преампы. В этом случае я выбрал кастомный преамп Kofi, это E-Line. Как вы знаете, Kofi эмулирует приборы от EMI, TGM, то есть это британские классические аппараты. Мы можем использовать на малом барабане и колу, но я решил показать вам разные краски, чтобы вы попробовали их в своих миксах и решили для себя, что вам нравится больше. Движемся дальше. Следующий инструмент — клэп. Вот здесь кое-что очень интересное. Для клэпов обычно я использую преампы Ebony. И здесь есть два варианта, между которыми я обычно переключаюсь. D82S и D473S. Эти преампы работают в стерео. Они несколько по-разному обрабатывают левый и правый канал, что создает дополнительное стереорасширение после обработки. Без стереорасширения, собственно. Этот вариант более темный, а этот более открытый. Не знаю, заметили вы или нет, на всех предусилителях Input Trim я накрутил в положительные значения, чтобы усилить и увеличить количество
добавляемых к сигналу гармоник. В обычной работе я оставляю значение по умолчанию, но сегодня для наглядности я довольно сильно увеличил значение параметров Input Trim. Тем не менее, вы можете поэкспериментировать и с этим, и посмотреть, что в ваших миксах работает лучше. Либо дефолтные значения, либо значительно усиленные. Посмотрим следующий инструмент – хай-хет. Здесь я использую предусилитель Crimson, который существенно ослабляет низкие частоты и очень агрессивно окрашивает высокие частоты и высокую середину. Послушаем. Это идеальное звучание для хетов. С крэшами и другими тарелками ситуация похожая, но в этом конкретном миксе лучше сработал Viridian. Я обычно проверяю либо Crimson, либо Viridian, либо Крем, либо Lime. Что-нибудь из этой четверки обязательно сработает хорошо на тарелках. Давайте послушаем. Чуть более темное и немного рисковатое звучание. А теперь более искристое и открытое. Я не знаю, вы слышите через конвертацию YouTube звучание до обработки и после как-либо отличается или нет, но оно действительно отличается. Поэтому я предлагаю вам попробовать все вот эти преампы самостоятельно, на разных уровнях громкости, в разных миксах, и, соответственно, потом решить, использовать их в работе или нет. Для баса я не всегда использую преампы, потому что они все-таки влияют на низкие частоты и слегка их размывают. Тем не менее, есть преамп, который на басах, даже на саб-басах мне очень нравится. Это преамп C1 в пакете Jade. Давайте его послушаем. Преамп несколько добавил объема, но при этом не ослабил низкие частоты слишком сильно. Еще раз. Преамп на басу может добавить округлости звучанию, которой некоторым инструментам иногда не хватает. Идем к самому интересному, к синтезаторам. На очень ярких, искристых, открытых синтезаторах, которые выполняют роль вокала в электронных треках, я предпочитаю использовать Крем, режим Tube, первую или вторую опцию. Вторую использую, когда нужно очень много добавить высоких частот, а первую использую по умолчанию. Давайте послушаем. Здесь разница до и после обработки более чем ощутима. После обработки звучание приблизилось к нам, а также мы получили дополнительную яркость, остроту, но эта острота не жесткая, а достаточно аккуратная. Этот преамп позволяет выделить любой обрабатываемый инструмент в миксе и является палочкой-выручалочкой, когда не хватает энергии какому-нибудь инструменту, а эту энергию нужно добавить или восстановить. Следующий синтезатор. Агрессивный звук, но послушаем его до обработки. Я думаю, вы заметили, что до обработки в звучании присутствует непонятный дребезг и какое-то шуршание.
А после обработки этот дребезг превратился во что-то более сочное и более выразительное. Еще раз. Очень хорошее звучание. Преампы Magenta на синтезаторах работают просто шикарно. Вы можете попробовать разные опции. Опции D слегка смягчают высокие частоты, опции A, наоборот, усиливают высокие частоты и как-то очень хорошо раскрывают середину. Но в разных ситуациях подходят разные варианты. Тем не менее, обычно, если нужно выбрать только один преамп для танцевальных миксов, это будет Magenta. Сейчас мы посмотрим еще кое-что очень интересное. Преамп Cobalt. Его я использую в ситуациях, когда нужно как-то деформировать сигнал и добавить ему чего-то недостающего. Я думаю, вы заметили, что высокие частоты были смягчены, но при этом низ и нижняя середина как-то очень красиво выпятились. Еще раз. В зависимости от инструмента я пробую разные опции. Иногда хорошо работает EQ, иногда компрессор. Ну а если мы работаем с широкими стереоисточниками, можно попробовать мик стерео. Давайте попробуем эквалайзер. Нет, все-таки вариант преампа компрессора работает намного лучше. Он более сильный, более объемный, более читаемый. В общем, такой, как нужно. Ну и последний на сегодня преамп — Pink. Это вообще магическая вещь. Первый преамп здесь позволяет очень агрессивно усилить высокую середину, ослабить всю остальную середину, ослабить низкие частоты, но при этом сделать это не слишком заметно и не слишком печально для обрабатываемых аудиоисточников. Послушаем. Такие инструменты действительно хочется подчеркнуть в диапазоне высокой середины и высоких частот. Что мы, собственно, и делаем с Pink. Попробуйте вот эту опцию на инструментах, которые можно истончить, но при этом хочется несколько выделить в миксе, особенно в высокочастотном диапазоне. Я думаю, вы заметили, что каждый из преампов вносит микроскопическую лепту в финальное звучание микса. Но когда они работают вместе, они создают прекрасную картину микса, делают его менее стерильным, менее цифровым и менее каким-то обычным, скучным и неинтересным. Давайте еще раз послушаем, как микс звучал до обработок и как стал звучать с ними. Если вы еще не интегрировали виртуальные преампы в свою работу, чего вы ждете? Эти приборы прекрасно справляются с улучшением даже самых лучших миксов. И если вы ищете вот этот дополнительный процент, вот эту дополнительную толику чего-то классного, чего-то шикарного для своего звука, скорее всего, преампы — это то, что вам нужно. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Плывите к звуку.